Стандартная концепция мотоцикла, где двигатель жестко закреплен в раме, безоговорочно просуществовала от самых корней прародителей Харли и Индиана и до наших с вами будней. Но в начале 20-х годов прошлого века, когда еще не было каких-либо четких правил для правильного мотоцикла, был создан уникальный аппарат с пятицилиндровым авиационным радиальным двигателем, расположенным в переднем колесе. Любой водитель ралли-кара подтвердит, что когда речь заходит о сомнительном дорожном покрытии, то передний привод, в данном случае сравнивая с задним, является непревзойденным. Исходя из этого, возникает резонный вопрос, почему бы не сделать мотоцикл с передним приводом? Группа из трех немецких инженеров Ханса Мейкснера, Фрица Гоккерела и Отто Ландграфа основали в 1921 году компанию Мегола, которая получила свое название, взяв по две первые буквы из фамилий каждого конструктора. Компания была основана в Мюнхене с целью постройки мотоцикла на основе трехцилиндрового радиального двигателя, расположенного в заднем колесе. И поскольку планы коммерциализации этого предприятия росли, Гоккерел заменил тройку на пятицилиндровый двигатель и выдвинул новую концепцию с расположением мотора теперь уже в переднем колесе. Но это была не первая попытка переднеприводного мотоцикла, так как британская фирма Radco выпустила неудачный прототип в 1919 году. Мегола был лишь первым серийным мотоциклом с передним приводом. Конечно же, у такой идеи было много отягощающих факторов, и одним из не последних это заставить двигатель передавать мощность на ведущее колесо и одновременно управлять им. Но Фриц Гоккерел даже и не думал, что не сможет обойти все эти нюансы при помощи грамотных решений. И вот теперь поподробнее о самом мотоцикле и его конструкции. Итак, благодаря расположению силовой установки в переднем колесе, инженеры удобно обошли проблему передачи мощности на поворотное колесо, но спицы установлены непосредственно в картер, поэтому нет коробки передач, это односкоростная машина. Также нет сцепления, что делает езду на Мегола особенно сложной, но об этом чуть позже. Многие неправильно ссылаются на двигатель Меголы как на радиальный, но ведь на самом деле технически он является роторным. Цилиндры радиального двигателя остаются статичными, и коленвал вращается вместе с пропеллером в случае авиации. Здесь же все наоборот. Цилиндры вращаются вместе с колесом. Решение, на первый взгляд, сложной задачи на деле оказалось относительно простой, если, конечно же, можно применить данное слово к этому мотоциклу. К обычному авиационному двигателю добавили планетарную передачу, что собственно и обеспечило передачу мощности на колесо. При этом коленвал вращается в противоположном направлении колеса, дабы сбалансировать механизм. Но это была лишь первая проблема, с которой столкнулись немецкие мастера. Подумайте только, как такой двигатель обеспечить топливом и смазкой, не говоря уже о выхлопной системе или подаче искры. Решения Гоккерела одновременно изобретательные и элегантные. Итак, смазка подается в картер из 4-литрового бака, установленного в левой части передней вилки, под действием силы тяжести. Далее масляный насос, приводимый в движение через конические шестерни от магнета, которое в свою очередь прикреплено к опять же планетарной передаче и вырабатывает искру, обеспечивает смазку. На правой стороне вилки аналогично расположен топливный бак, который работает по тому же принципу, что и масляный, и обеспечивает регулярный запас топлива. Основной же бак расположен внутри стальной рамы типа монокок. Также, благодаря расположению двигателя, охлаждение не вызывало проблем, а каждый из 5 цилиндров имел свой карбюратор и выхлоп. Что же мы имеем в итоге? А имеем мы единственный в своем роде пятицилиндровый нежневальный радиальный двигатель с массой уникальных и интересных решений, рабочий объем которого 637 кубических сантиметров и мощность 14 лошадиных сил, а в спортивной версии все 25, что по меркам 20-х годов было поистине впечатляющим показателем. Мегола выпускала две модели: версию Touring в стальном обвесе с полноценной рессорной передней и задней подвеской и нетипичным, но очень удобным сиденьем в форме ковша, и сухую версию Sport с высокопроизводительным
двигателем мощностью 25 лошадиных сил. И верите вы или нет, но Мигола Спорт была полууспешной гоночной машиной. Без сцепления, коробки передач и переднего тормоза. Сзади, кстати, был установлен обыкновенный барабан. Он не был особо полезным для дорожного покрытия, но он отлично подходил для овальных треков на грязи. Мигола в то время работала с гонщиком Тони Баухофером, который даже победил команду завода BMW и выиграл национальный чемпионат в 1924 году. Все это замечательно, конечно же, но вот применение этого мотоцикла на дорогах общего пользования превращалось в агонию. Мотоцикл можно было завести лишь посредством вращения переднего колеса. Это можно было сделать, поставив переднее колесо на подкат и стирать ботинок о переднее колесо, или же просто с толкача. Но и здесь есть неприятный момент. Помните, нет сцепления, поэтому нужно сразу же запрыгивать на мотоцикл, дабы он не поехал без вас. При этом нужно четко дозировать газ, ибо мотоцикл абсолютно одинаково и легко набирает скорость с самых низов и вплоть до пиковых значений оборота. Передача ведь одна. А еще нужно следить за положением переднего колеса, чтобы оно всегда смотрело прямо, иначе вы рискуете потерять плечевые суставы и контроль над мотоциклом, так как весь крутящий момент будет передан на ваши руки, и мотоцикл обязательно попытается опрокинуть вас. По этой же причине, открывая ручку газа, практически полностью утрачивается возможность ехать куда-либо, кроме как по прямой. Один журналист выразился следующим образом: вы не узнаете значение слова «недостаточная поворачиваемость», пока не поездите на Миголе. В конце концов, выстраивается единственный вопрос: зачем нужно было строить столь странную машину? Мотоцикл со столь сложными решениями, которых не было ранее, при том, что конечный продукт едва ли существует как мотоцикл. Единственное оправдание заключается в том, что Гоккерл, как и многие другие творческие изобретатели того времени, изредка выходил за рамки общепринятых норм. Производство Миголы прекратилось в 1926 году, было выпущено около 2000 экземпляров. С тех пор не было другого массового переднеприводного мотоцикла.